Сегодня я расскажу про бобровую струю. Это новейший метод, который по заявлениям производителей лечит от всех болезней. Но опытным путем некоторые мужчины и урологи обнаружили, что употребление бобровой струи прицельно лечит простатит, а также улучшает сексуальную функцию. Давайте разберем, возможно ли это. Бобровая струя – это народное название спиртовой настойки из желез бобра. В инструкции к самостоятельному приготовлению этого напитка рекомендуется отличать эти железы от других анальных желез, а внешне они выглядят вот таким вот образом. На самом деле это тоже анальная железа, с помощью которой бобры метят территорию. Также в одном из исследований было высказано предположение, что с помощью этих желез бобры регулируют свою нервную систему. Дело в том, что у тех особей, которые живут рядом с людьми и испытывают существенный стресс, эти железы значительно больше, чем у диких животных. Немного истории. На протяжении всего существования человечества бобры невольно участвовали своими органами в народной медицине. Например, эти мешочки даже прикладывали к ранам для ускорения заживления. И если при этом не была занесена инфекция, то, конечно, это могло ускорить заживление. Но по сравнению с любым стерильным бинтом, эти железы потерпят суровое поражение. Уже в наше время появилось две формы употребления мешочков бобра. Первая – это масляный экстракт мешочков, который выпускается в капсулах, и спиртовая настойка. Масляный экстракт продается в капсулах, и по заявлению производителя он способствует повышению тестостерона. Но я нигде не обнаружил исследований, которые бы подтверждали эту концепцию, и даже сам производитель никаких доказательств этому не приводит. Следующая форма – это спиртовая настойка мешочков бобра. Я нашел упоминание об использовании этой смеси в ветеринарии. Животным вкалывалась подкожно эта смесь для того, чтобы ускорялись роды и снижался риск воспалительных реакций. Я далек от ветеринарии, но мне как врачу кажется небезопасным вводить спиртовой экстракт чего-либо под кожу, поэтому в эффективности и оправданности этого метода лечения даже для животных я очень сильно сомневаюсь. И тем не менее, спиртовая настойка желез бобра достаточно популярна среди мужчин, которые пьют ее чуть ли не каждый день. У напитка очень сильный и неприятный запах, но мужчин это не останавливает, а наоборот вдохновляет на преодоление себя. И тут мы встречаем первый психологический эффект от подобных практик. Это осознанное решение пережить краткосрочный стресс. Подобные ритуалы встречаются во всех методах народного оздоровления и очищения, от приема зловонных снадобий до хождения по углям или купания в проруби. В итоге, создав себе краткосрочный стресс и преодолев его, мозг вырабатывает на это значительное количество нейромедиаторов, которые создают спектр положительных эмоций и повышают самооценку. Второй эффект от подобных практик – это самовнушение. Конечно, на этом вылечиться нельзя, но можно поверить в то, что станет лучше, а это всегда снимает тревогу и волнение. В совокупности с первым психологическим эффектом, а также наличием спирта в настойке, вера в положительный результат будет только усиливаться. Но больше ничего. А это состав тех самых желез бобра, которые используются для приготовления бобровой струи. И пока химики не нашли в нем ни одного вещества, которое бы хоть как-то влияло на потенцию либидо. Но в медицине есть правило. Если в составе есть спирт, то все эффекты будут объясняться именно наличием спирта.